Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я буду плести треугольную корзиночку без формы. Буду очень подробно показывать процесс плетения данного вида изделия. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Плести без формы не так уж и просто, особенно такие изделия, которые имеют углы, как прямоугольные корзины, квадратные или вот как в этом видео треугольная корзина. Здесь самое главное выдержать прямоту углов, чтобы они у нас не исказились ни в какую сторону и были ровненькие, аккуратные, прямые. Сразу скажу, что опыта в плетении угловых изделий без формы у меня не так уж и много, но уже есть какие-то наработки, какие-то наблюдения, которыми я с вами хочу поделиться в этом видео, и очень надеюсь, что что-то вам пригодится обязательно. Заглядывайте в описание, там очень много нужной информации и о самих трубочках, а также разные ссылки на интересные другие мастер-классы. Ну а мы приступаем плести треугольную корзиночку без формы, посмотрим, какой результат у меня получится, удастся ли мне выдержать углы. В общем, приступаем к работе. Итак, начинаем мы работу. Как видите, дно у меня уже сплетено, не стало повторяться, потому как вот в этом видео я очень подробно показываю процесс плетения такого треугольного дна. Ну и это донышко мы с вами плели в эфире в инстаграме. Здесь тоже в этом видео можно все это увидеть. Сейчас буду проплетать последний ряд. И буду я проплетать его немножечко другим способом, в смысле, что формировать вот эти уголки буду чуть-чуть по-другому в этот раз. Также здесь хочу заметить, что трубочки у меня обработаны пропиткой с водой. Вот в этом видео я очень подробно показываю этот процесс, как я обрабатываю сейчас трубочки. Также заглядывайте в описание под видео, там много всякой нужной технической информации о самих трубочках, чем они окрашены. И также ссылки на интересные другие мастер-классы. Итак, я проплетаю уже последний ряд. Я уже здесь не буду добавлять стойки. Они у меня уже добавлены, все. Процесс добавления завершен. Смотрите, на уголке мы с вами обычно делали следующим образом. То есть мы одну трубочку заводили под этот уголок, а вот этой верхней трубочкой мы делали виток. В этот раз я сделаю немножечко по-другому. Я вот этой трубочкой, которую под низ я завожу, делаю виток. Так, а эту трубочку, ну, тут надо подправить. Вот, сделала виток, вот она у меня выходит. А эту трубочку завожу за следующую стойку. Ну, это, соответственно, ложится здесь точно так же. Плету дальше. Сейчас я на втором уголке покажу это, как я сделала. Мне показалось так удобнее потом будет поднимать вот этот сам уголок. И потом его удобно будет оплетать. Но это чисто мое субъективное какое-то видение. Честно, не навязываю. Как бы если вы видите, что это, ну, бред, тогда не делайте, конечно, так. Так, постаралась поближе камеру придвинуть, чтобы показать подробнее, как я этот виток делаю на уголке. Так, последний ряд. Ну вот тут немножечко нужно подтянуть, чтобы не было вот такой прям дуги. Хотя на камеру не видно дуги, но это все вижу. Итак, вот у нас с вами вот это вот наверху, вот это внизу. Делаю виток той, которая внизу. То есть как бы сначала справа налево, потом вот в обратную сторону. Вот таким образом. А та, которая наверху, вот она закрывает. Далее идет под следующую. Это так, и в принципе все. Закончили. Сейчас можно нам с вами перевернуть наше плетение и начать плести стенки. Все самое интересное сейчас будем плести. Так, немножечко вот так вот подправляем наши стоечки, чтобы они у нас были, ну, стараемся, чтобы были на одинаковом расстоянии друг от друга. Конечно, где-то у меня тут что-то такое сделано, что вот здесь расстояние чуть-чуть побольше, но это уже миллиметры, уже не будем считать. Итак, дно у нас закончено. Сейчас я переворачиваю его, то есть у нас лицевая сторона пойдет вниз, а вот сверху у нас будет изнаночная сторона. Отрезаю вот этот вот маленький хвостик той трубочки, которую я подставляла.
Немножечко ее вот так вот вытягиваю. Так. И сейчас мы с вами будем плести стенки. Для этого я, в принципе, не убираю рабочие трубочки. Я что делаю? Я вот эти вот стоечки начинаю поднимать. Первые ряды, первые два ряда сложны. Вот, но потом легко можно приноровиться и уже плести. Уже плетение будет получше у нас. Ну вот у нас и пошло плетение первого ряда. Поднимаем трубочки вертикально. Я дно плела вчера. Получается, что трубочки вот эти, которые стойки, у меня уже высохли. И я их заново увлажняла горячей водой. Просто взяла губку и пропитала их горячей водичкой. Очень-очень аккуратненько, осторожно. И они буквально через 10 минут у меня уже были готовы. Причем, конечно, я не все трубочки пропитала, а вот именно вот там, где у основания, чтобы они очень мягко у меня вставали и не было у них заломов никаких. Все-таки с одной трубочкой мне не очень повезло, именно вот с этой угловой, потому что она у меня с заломом получилась. Значит, смотрите, здесь я не буду делать вот этот вот виток. Я, наверное, скорее всего, без витка буду плести угловые вот эти стойки. Но буду очень аккуратно за этим смотреть, чтобы они у меня были остренькие уголки. Очень-очень аккуратненько мы с вами поднимаем эти стоечки. Очень-очень по одной прям-таки плетем и не торопимся. Я вообще почему вот здесь виток не делаю, потому что я не очень люблю такие острые прям углы у корзиночек. Вот, я пробовала, но мне что-то как-то не очень понравилось. В смысле сам вид острых углов. Мне нравятся такие обтекаемые формы. Поэтому я вообще очень редко плету угловатые корзиночки. Ну, это как бы просто дело вкуса, в общем. Так, здесь мы наращиваем. Но этот процесс я снимать не буду. Вот так вот пальчиками помогаю, размягчаю их там. Вообще, это видео я скорее назову «Как плести без формы» или что-то в этом роде, потому что вот эту корзиночку я как раз без формы буду плести. В последнее время я понимаю, что если можно корзиночку сплести без формы, и, например, вот есть такие ситуации, когда ну совсем никакая форма не подходит, а делать ну совсем иногда и времени нет на это, то, конечно, в этих случаях очень хорошо выигрывает умение плести без формы. И я не раз в прямых трансляциях плету изделия уже без формы. Да, бывает, я применяю форму, но лишь чтобы себе помочь на каких-то этапах. Например, переход от стенки, от дна к стенкам. Бывает, я использую форму, там мисочку, например. Но это просто иногда даже от лени бывает. То есть, если есть у меня форма, то я возьму форму. Но стенки я зачастую плету уже без формы, потому как мне, во-первых, этот процесс очень нравится. А во-вторых, это идет как совершенствование также своего дела, да, то есть познание новых каких-то горизонтов. Я не говорю о том, если вам там нужно определенную корзинку сплести, например, очень быстро, или там, не знаю, определенные размеры, или вы сомневаетесь, боитесь, но у вас заказ и нету времени экспериментировать,
без формы плести, то да, конечно, тут можно взять форму. Но если у вас есть, вот вы плетете в удовольствие, как и я, у вас есть желание сплести корзиночку, желание научиться чему-то, то можно попробовать плетение без формы. Тогда вы открываете для себя новые горизонты, новые такие знания, тренируете себя, что тоже очень даже неплохо. Может быть, вы и не будете плести без формы, вы попробуйте и скажете: да ну, мне так не понравилось. Это уже другой вопрос. Вот, но попробовать всегда стоит. И не надо никогда бояться. Так, нарастили, плетем дальше. Вот, не надо никогда бояться. То есть, если вы хотите попробовать, лучше попробуйте. Некоторые там, например, не хотят тратить впустую трубочки, там еще что-то, но при этом очень хотят попробовать. Ну, все равно мы иногда впустую трубочки все равно тратим на какие-то свои эксперименты. Почему бы не попробовать и этот эксперимент? Мне кажется, он довольно-таки тоже имеет место быть и очень хорошо помогает нам совершенствоваться. И это очень хорошо развивает и глазомер. Вот плетение без формы. Мы на трансляции как-то говорили, как развить глазомер. Вот, пожалуйста, плетите без формы, учитесь, попробуйте, да, и тогда вы реально, у вас будет получаться все лучше и лучше. Вы будете наблюдать, да, вы разовьете наблюдательность, будете учиться все делать ровненько, пряменько, да. Конечно, без практики этого ничего не получится. Так, вот мы подошли к концу ряда. Здесь я никакой не делаю переход, плету дальше, у меня тут нет узора. Но потом, возможно, я введу какой-нибудь узор, посмотрим это уже по ходу дела. И что я потом сделаю? Я просто закрою этот ряд, и все. Так, вот у нас с вами получилось. Первый ряд получился. Пока стоечки гуляют, но потом при втором ряде мы их сейчас на место будем ставить. Значит, как я это делаю? Если вы заметили, я правой рукой плету правыми пальчиками, а левыми я всегда держу плетение. Это когда я без формы плету. Значит, вот я оплетаю вот эту трубочку, стойку, и вот таким вот образом держу левой рукой. Здесь также оплетаю, также левой рукой держу, а правой уже работаю. Но здесь у нас наращивание идет. Наращиваю я в данном случае за стойкой. Нарастили, плетем дальше. Все то же самое, но здесь уже подключается вот что. Здесь уже подключается наблюдательность, то есть, смотрите. У нас уже идет второй ряд, и нужно смотреть, как он идет у нас по соотношению с первым рядом. То есть он должен быть ровно на нем, расположен на первом ряду. Второй ряд ровно на первом ряду должен расположен быть. И я это все четко слежу за этим. Дальше уголок, смотрите. Хоба, мы его оборачиваем. Далее разворачиваем корзиночку вот таким образом. То есть перед нами вот эта сторона идет. И еще, так как передо мной вот эта сторона, я четко вижу этот уголок. Если я вот так продолжаю плести дальше, то у меня вот эта стойка будет немножечко кривить. А так я ее выпрямляю и продолжаю плести дальше. Левым пальчиком вот так вот. Стойки выпрямляю. Если сложно удержать углы, то можно туда вставить какие-нибудь зубочистки или шпажки. Я так плела катадом. И сундук еще так плела, но не знаю, мне со шпажками не очень удобно возиться и с зубочистками.
И вообще для меня даже вот такой вот как бы вызов такой плести углы без использования каких-либо дополнительных материалов. Но не знаю, может быть, это я такой больной человек. Напишите, кстати, кто тоже такой же. Вот, правой я оплетаю, ну, направляю пальчиком даже от левой руки. Вот так вот фиксирую и левой рукой держу. Правой оплетаю, фиксирую, левой рукой держу. То есть держу для того, чтобы у меня рабочие трубочки не гуляли уже при плетении следующих витков. Так, держу. Здесь можно нарастить. При плетении второго ряда мы уже немного подтягиваем наши стойки. Конечно, там у нас уже все выпрямляется. Ой, что-то задела трубочка камеру. Наверное, звук не очень хороший получился. Здесь тоже вот уголок. Вот мы его оплели. Аккуратненько разворачиваем плетение вот так вот. Вот этой стороной на себя. И далее я продолжаю плести. Обязательно слежу и за вот этой стойкой рядом, которая, потому что у меня были ошибки, когда я плела, вот угол я плетала, да, и потом я не разворачивала плетение и плела вот так вот дальше, потом уже разворачивала. И получается, что вот эта стойка, которая рядом с углом, она гуляла и немножечко сдвигалась близко к углу самому. Получается, что когда вы плетете без формы, во-первых, у вас должен развиваться глазомер, это раз, а во-вторых, вы видите общую картину в целом, целиком. То есть, когда мы плетем без формы, мы, в принципе, можем не обращать внимания, что там соседний угол у нас творит, да? Вот, проплели, забыли, потому что форма, как-то держит плетение. Вот здесь мы за всем наблюдаем, вообще за всем. Вот я плету вот этот угол, я наблюдаю за тем углом, не перекосилось ли у меня плетение и так далее, и так далее. Вот так вот плету дальше, просто теперь, наверное, без комментариев. Смотрите за моими руками. Те, кто хочет со мной попробовать, просто смотрите за моими руками и попробуйте также. Не бойтесь, самое главное, ничего не бойтесь, и все обязательно получится. Да, еще забыла сказать одну вещь, что когда вы плетете без формы, то лучше всего внутрь поставить какой-то грузик, и причем который не заполняет все пространство внутри вашей корзины, иначе вы не будете видеть перспективу вашего плетения. Как я уже сказала, да, я плету вот этот угол, я слежу за этим. То есть вот когда у вас будет все заполнено внутри, то тогда вы просто не увидите того, что что-то там не то происходит. А грузик ваш держит форму, и он вам помогает держать ровные стенки при плетении, поэтому это очень даже выручает. Можно без грузика, конечно, но будет немножечко посложнее удержать это все вместе.
Вот я дошла до следующего уголка, и здесь я хочу показать один нюанс, как я углы плету без формы. Конечно, опыта у меня в этом деле маловато, я слишком мало изделий пока угловых плела без формы, да и вообще угловых пока я мало плела изделий. Но тем не менее у меня есть такие наработки, замечания, наблюдения, которыми хочу с вами поделиться. Итак, я дошла до угловой трубочки. Далее я завожу рабочую трубочку за нее, вот таким вот образом. А далее смотрите, что делаю. Я пальчиком левой руки немножечко направляю вот эту стойку вовне. То есть всегда у нас получается заужение, да, вот в любом деле, если мы прямоугольное дно плетем или вот эти углы, у нас всегда вот такое заужение получается. И, по крайней мере, у меня. И чтобы его исправить, я вот эту трубочку угловую немножечко на себя, видите, отодвигаю и оплетаю. Потом эту трубочку автоматически за следующую стойку разворачиваю. Здесь подтягиваю. Далее за следующую. И вот уже на этом этапе, при плетении даже вот этой вот стойки, я смотрю на угол, как у меня он получился. И вроде бы, вот если посмотреть вот так, вроде бы он получился пряменький. Плету дальше. Сейчас я на следующем уголке тоже сделаю точно так же. Я вам хочу это подробно показать. Вообще я на самом деле, когда и по форме плела, там было дело сундук один, тоже вот этим правилом руководствовалась. Правда, там была не веревочка в две трубочки, а другой узор. Но при плетении другими узорами, конечно, там свои какие-то нюансы. Но я руководствовалась вот этим способом. И даже при плетении прямоугольных донышек я этим способом тоже руководствуюсь. То есть там, где трубочка у меня сужается, и я знаю, что она может сузиться, я ее в обратную сторону поворачиваю. И таким образом она реально не сужается, она встает на свое место. Она и не расширяется, и не сужается, встает на свое место законное. Так, плетем дальше вот этот рядок. Здесь уже, кстати, надо наращивать вот эти стойки, коротенькие становятся. Вообще хотела маленькую корзиночку, получилось как всегда. Гигантизмом я страдаю. Друзья, кто на трансляциях бывает, знает об этом моем качестве, потому что все, что я хочу плести маленькое. Получается чуть побольше, чем рассчитываю. Так, вот к другому уголку я подхожу. Здесь вы, кстати, заметили, что я грузики распределила немножечко по-другому, все потому, что у меня вот эти углы немножко поднимались, и мне нужно было как бы их зафиксировать вниз, направить. Так, вот соседняя стоечка, кстати, она все норовит у меня к угловой, почему-то с ней обниматься, но я ее выпрямляю упорно. Вот у нас угол, посмотрите, он у нас, видите, туда. Ну, не видно на камере. Вот он туда немножечко, да, вот туда внутрь. Сейчас мы его немножко в другое русло. Значит, вот эту трубочку так, а саму вот эту трубочку, стойку, вот так на себя и оплетаю. Таким образом она фиксируется именно в этом положении. Так, вот так вот оплетаю соседнюю и смотрю на угол. Выдержан, и начинаю плести дальше. Вот таким образом плету. Если я плету без формы, да, если я плету без формы круглые изделия, то, конечно, там на что я смотрю? На расположение рядов. То есть вот этот ряд, который у нас идет поверх следующего, обязателен должен быть он прям поверх, ровненько ложится. И плюс я иногда, зачастую даже, когда плету круглые изделия без формы, я зачастую стоя их плету, то есть сверху вниз. Наверное, я в каких-то видео это показывала. А, да, я плела органайзер,
подставку под телефон на 23 февраля, и я там показывала как раз таки такой прием. Так, наращиваем, плетем дальше. Ну вот таким образом я проплету рядов, наверное, 4. Снова включусь, показываю результат. Также еще хочу предложить один способ плетения угловых изделий без формы, который я тоже попробовала, и мне он тоже нравится очень, и вам могу посоветовать. Это поставить плетение на уровень ваших глаз. Вот как на камеру вы смотрите сейчас на плетеный ряд. Также вы ставите изделия, вот эти плетеные ряды, на уровень глаз. Здесь я плету обычно сидя на корточках, а изделие у меня на столе. В общем, как-то в такой позе, но мне это очень удобно, потому как я вижу ровность моих рядов и ровность углов, которые получаются. Ну вот давайте сейчас проплетем. Конечно, я сейчас камеру поставила не в очень удобном свете. Вам видно, а вот мне не очень видно, но тем не менее я попробую показать, что я имела в виду. То есть смотрите, кстати, так я плету иногда и даже и не угловые изделия, а вообще любые. Так я вижу у меня ровность рядов, то есть поднятие моих стеночек. Я вижу, где они у меня начинают подниматься, где опущение идет. То есть этот вид, вот такой вот ракурс, очень даже выручает в этих ситуациях. Ну а при плетении без формы вообще выручает. Вот я медленно-медленно подхожу к уголку. Так, трубочка, вот это всегда трубочка норовит прям вот к уголочку обняться с ним. Значит, вот здесь вот у нас уголок. Далее я его оплетаю. Вот так именно. Далее у меня идет следующая стеночка. Немножечко тут посвободней. Так. Начинаю следующую плести, стоечку оплетать. И смотрю на мой уголок. Вот как раз таки при таком ракурсе очень даже видно, как у меня плетется уголок. Вот где-то на полмиллиметра, видите, пришлось немножечко вот эту трубочку освободить рабочую. Но тут ничего страшного. Плетем дальше. Здесь тоже вижу, что вот здесь вот у меня немножечко поднимается. Раз, чуть-чуть опустила, чуть-чуть опустила. То есть при таком ракурсе вы реально можете контролировать плетеные ваши ряды. Причем даже я советую, когда вы даже по форме плетете, тоже очень хорошо контролируются плетеные ряды именно при таком ракурсе. Тут не важно, может быть, вы это изделие поставите чуть-чуть повыше, вот вы сидите, плетете, да, а изделие у вас чуток повыше, тоже может быть, имеет право на существование. Здесь, смотрите, вот отсюда мы начинали наше плетение, конечно, здесь у нас и будет подъем. Это абсолютно нормальное явление, просто вот мы это замечаем, мы видим, что здесь у нас мы потом будем заканчивать вообще плетение, вот, поэтому... Ну, придется вот здесь вот нарастить, потому что потом будет поздно уже. Вот, мы плетем дальше. Сейчас тоже к уголку подступаем. За соседа вы меня простите, он опять включился. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Так, вот не видно немножечко, да, вам? Ну, вот здесь вот как раз будет видно. Вот смотрите, мы подходим к уголку. Так, начинаем его оплетать. И даже как бы вот разворачиваю это изделие немножечко на себя. Оплетаем соседнюю стойку. Вот у нас оплетен уголок. Если мы видим, что он немножечко вот туда уже начинает, мы берем и вот так вот его выравниваем. Вот что получается. То есть этот ракурс очень выручает. Серьезно, попробуйте. Вообще, вот сложное изделие, которое я плела без формы,
это, наверное, корзина сердца, потому что там не только уголок есть, там еще и впуклость, то есть есть не только выпуклость, да, как уголок, там еще есть и впуклость такая, вот у сердечка, да. Вот, я его тоже плела без формы на прямых трансляциях. Вот, это видео можно вот здесь посмотреть, вот здесь вот в подсказочках высветится. Ну и, соответственно, в описании все всегда, всякие ссылочки оставляю. Вот. Ну вот так вот у нас плетется все. Все плетем мы дальше, как обычно, включаясь через 2 ряда. Так, включилась. Показываю, что у меня здесь происходит. Я когда, кстати, без камеры стала плести, я посмотрела, что один угол у меня немножечко повело. Сейчас я покажу, какой. Вот этот вот. То есть он сначала пошел на расширение, а теперь я его немножечко выравниваю. Итак, плету сейчас последний ряд веревочкой в 2 трубочки. Я надеюсь, что вам все хорошо видно, потому что я сейчас специально не смотрю в камеру, плету, смотря прямо на корзиночку, иначе я опять немножечко скривлю уголок, а мне этого не надо. Камера искажает, конечно. Так, вот у меня здесь трубочку загнула, стоечку обвела. В принципе, продолжаю плести точно так же, как вот я до этого плела. Очень-очень аккуратно все делаю, чтобы уголок у нас сохранялся остреньким.
Я вот на уголке не люблю делать вот эти витки. Я еще раз говорю, я не люблю делать такие острые уголки, а люблю делать такие более обтекаемые. Но по сути, мне кажется, что все эти советы, которые я говорила, они и к этому способу тоже подходят. Сейчас я проплету веревочкой в 2 трубочки последний ряд. И далее я еще 2 ряда где-то проплету веревочкой в 3 трубочки. Так, уголок. Очень-очень аккуратненько мы его сейчас будем формировать. Пальчиком сминаю эту часть и смотрю, вроде бы хорошо он у меня вышел. Так, вот у меня вышел уголок. Плету дальше. Это сейчас посмотрю. Возможно, вот здесь как раз-таки буду прятать рабочие трубочки. Сейчас еще раз посмотрю на плетение. Вот здесь мы будем прятать. Значит, сейчас здесь еще нарастим. И вот до этого момента я доплету, включусь. Так как я плела ряды, не делая перехода на следующий ряд, а плела почти что по спирали, продолжая ряды, то здесь я не делаю также закрытие ряда каким-то переходом, а прячу рабочие трубочки. Вот одну я уже спрятала за эту стоечку, другую я прячу за эту стоечку. Делаю я это следующим образом. То есть я сгибаю рабочую трубочку за стоечкой, приблизительно в том месте, в котором она должна у меня спрятаться. Обрезаю вот так наискосок ее. Тут уже кончик у нее. Это, кстати, хорошо, что не надо дополнительно наращивать. Вот здесь вот расширяю местечко. Так. И вот сюда вот за стоечку завожу и прячу внутрь. Тут кончик такой мягкий, поэтому мы сейчас сделаем вот что. Еще чуть-чуть обрежу. Так. И прячу внутрь. Ну, ножничками можно помочь. Так, отлично. При следующем ряде все это закроется у нас. Сейчас мы с вами начнем плести веревочкой в 3 трубочки. Как бы уже такой завершающий этап. Да, сюда можно клей ПВА капнуть, но я этого не делаю. Зачастую не делаю, когда вижу, что и так все хорошо у нас. Так, ну не в этом месте я вставляю дополнительные трубочки, а уже в другом месте. Мне так удобнее. Вообще, почему я закрываю вот тот ряд из веревочки и начинаю практически новый? Мне так удобнее, и мне кажется, что так смотрится аккуратно. Можно, конечно, добавить дополнительную трубочку и плести, продолжать веревочкой в 3 трубочки, но при таком раскладе все-таки будет это место немножечко заметным. Вот так вот подставили. И сейчас начинаем плести веревочкой в 3 трубочки. У нас будет 2 ряда сплетено. И почему я вот перешла на этот узор, чтобы показать, как и в этом случае мы с вами углы будем формировать при веревочке в 3 трубочки без формы. Нам нужно постараться сохранить нашу форму изделия.
том виде, вот в котором она сейчас, в треугольном виде, чтобы у нас ничего не гуляло, да, и чтобы было все ровно. Вот начинаю плести. Хорошо, вот грузик у нас находится в корзине. С этим грузиком нам не страшно. Ну, стенки, в принципе, не страшно плести, даже веревочкой в 3 трубочки. А вот углы сейчас дойдем, будем с вами смотреть, что да как. Дошли. Теперь мы уголочек аккуратненько вот так вот обнимаем. И у нас еще другая, также уголок обнимает. Вот что получается. С этой стороны, конечно, тут будет более объемно, но это не так страшно. Здесь мы с вами наращиваем. Итак, сейчас я буду закрывать веревочку из 3 трубочек и делать загибку. Закрываю веревочку из 3 трубочек следующим образом. Я остановилась перед той нашей трубочкой-стойкой, за которой у нас выходит первая рабочая трубочка. Вот она, первая рабочая трубочка из 3. Вот у этой трубочки мы с вами останавливаемся. Далее я делаю точно так же, как и переход на следующий ряд, только закрываю этот ряд. Я беру самую крайнюю трубочку, пропускаю 2 стойки, 1, 2, завожу за 3-ю. Но так как мы плетем без формы, здесь очень важно, чтобы у нас ничего туда-назад не ушло плетение. Так, теперь эту трубочку я точно так же через 2 пропускаю, 1, 2, за 3-ю завожу туда. И эта трубочка у нас 1, 2 за эту стойку. Так, ряд мы с вами закрыли. Теперь нам нужно вот эти вот трубочки рабочие убрать. И убираю я их в плетение. То есть вот эту первую трубочку я убираю под плетеные ряды. Это вот сюда.
Ой, вот сюда. Вот 2 верхних, и вот сюда прячу рабочую, а потом ее обрежу. Тут на самом деле по усмотрению, может быть, кто-то по-другому заканчивает. И я вот следующим образом заканчиваю. Здесь вот за 2 сюда вниз. Угу. И эту также. Ну и здесь я их очень аккуратненько обрезаю так, чтобы прям не было видно ничего. Все вот таким образом подтягиваю. Вот что у нас получается. Вот наши уголки. 1, 2, 3. Какой я запорола уголок? Вот этот вот запорола. Вот он пошел. Видите? Прямо-прямо. Потом я что-то хоба. Это вот я на камеру сосредоточенно плела, а камера она немножечко искажает. И потом вот я вот здесь вот начала выравнивать. Но ничего, интересно получилось, правда? Надо подходить к этому с интересом. Делаем загибку. А вот здесь я показываю, как обрезала кончики от веревочки в 3 трубочки. Вот они у меня здесь немножечко видны. Их можно подкрасить. Обязательно ПВА туда капнуть. С обратной стороны практически ничего не видно. Итак, у нас уже последний этап. Мы сейчас будем делать загибку. Загибка будет у меня здесь простая. Ничего вычурного не хочу делать. В принципе, мне нравятся простые корзиночки. Перед загибкой я обязательно вот эти вертикальные трубочки заново увлажнила, чтобы они размягчились, потому как, когда я плела корзину, они уже успели у меня высохнуть и, конечно, стали ломкие. Я взяла горячую воду, взяла губку, вот так по ним прошлась, где-то минут на 10 все это в пакет, там они поварились, дошли до кондиции, как я называю, и вот сейчас я из них начинаю делать загибку. Возможно, какие-то не дошли до кондиции, сейчас будем смотреть, потому что на ощупь вот так вот вроде бы они дошли, но непонятно, сейчас смотреть будем. Вот в обработанных трубочках мне и не нравится то, что их приходится вот как-то так реанимировать, непонятно как. И меня это немножечко напрягает. Так, итак, приступаем к загибке. В принципе, как я уже сказала, ничего такого вычурного здесь не будет. Я буду одну пропускать. И вот перед второй трубочки убирать. Ну да, надо было еще немножечко подержать. Я чувствую. Еще немножечко. Ну да ладно. Я просто так тороплюсь уже это все сплести дело, что я уже не выдерживаю по времени. Вот, ну, конечно, все это нужно выдерживать. Но, в принципе, таких-то больших трещин трубочки не дают, вообще не дают никаких трещин. Вот, поэтому, в принципе, можно из них так что-нибудь сейчас уже начать делать. Вот такая вот загибочка. Беру и внутрь перед второй стойкой все это заправляю. Не знаю, мне вот такие простые загибки очень-очень нравятся. Я прям балдею от них. Получается вот такая вот косичка. Такая косичка, с обратной стороны получается вот что. Ну, потом я уже доделаю и покажу и с обратной стороны, что получится. Наискосок так подрезаю. Ножничками раздвигаю вот это пространство немножко. Надеюсь, вам все это видно. Вот так вот. И вот пошли-поехали. Вот смотрите, какая косичка получается. Просто красотень. Люблю простые загибки, люблю.
Может быть, потому еще, что я пока не совсем научилась делать большие объемные загибки. Потому что для меня это все напряжно, так вот. Большие загибки делать объемные очень, конечно. Для меня это труд большой. Я всегда восхищаюсь мастерами, у которых такие загибки получаются. Даже терпения нужно много на них. А я хочу все побыстрее, как обычно. Иногда это совсем мешает. Вот здесь у нас, смотрите, вот уголок, да? Вот мне придется вот так вот эту трубочку и уже за вторую стойку. Вот. Конечно, смотрю внимательнее, чтобы у меня вот этот вот уголочек был прямой. Вот так вот. Немножечко повело, да? Ну вот я так смотрю, немножечко его туда внутрь повело. Ну совсем чуть-чуть вот здесь вот. Ничего страшного. Ну вот наша треугольная корзиночка готова. Осталось покрыть ее лаком и можно пользоваться. Конечно, в плетении прошло не все так идеально ровно, гладко, как хотелось бы при плетении углов особенно. Это самая большая проблема у многих, у меня тоже. В общем, есть куда стремиться. В принципе, этот уголок вышел достаточно ровно, на мой взгляд. Ну тоже, да, есть погрешности там в 1-2 миллиметра. Но не будем слишком критичны к себе. Этот уголок тоже, вот камера искажает, конечно, но тоже вроде бы более-менее ровный. А вот этот угол я запорола. Камера даже передает сейчас. Да, вроде бы сейчас вот-вот. Вот. Запорола в том плане, что здесь я расширила. Здесь я уже пыталась это все выпрямить, но тут бесполезно, да, потому как здесь у нас расширение пошло. Я уже это заметила, когда выключила камеру и посмотрела на вот этот угол без камеры. Камера все-таки искажает, когда я снимаю и плету, там есть вот такая вот погрешность. Но, в общем, есть куда стремиться. Знаем свои косяки, будем их отрабатывать, будем их устранять при последующих плетениях. И без формы тоже я буду чаще плести вот такие угловые изделия без формы. Если вам эта тема интересна, то обязательно пишите в комментариях, будем учиться вместе с вами. Это был вот такой, можно сказать, ну не эксперимент, да, попытка номер N при плетении углов без формы. Так что будем учиться этому. Если вам понравилось это видео, я очень буду этому рада. Если оно вам также пригодилось, буду очень-очень рада. Пишите в комментариях ваши отзывы, может быть, есть какие-то предложения. Пишите, кстати, любите ли вы плести без формы и какая, на ваш взгляд, самая большая трудность при этом у вас возникает. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, впереди много всего интересного. Желаю всем вдохновения, легкого плетения. И увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!